Всем привет! У нас сегодня 22 выпуск, и мы сегодня будем рассуждать, что представляет собой моя целостная сущность. А, YouTube предложил такую функцию, как опрос. Я его поставил. И вопрос очень простой. Нравится ли вам чтение с комментариями? Поэтому, кто присутствует, присоединяйтесь к прямому эфиру. Мы с вами будем читать сегодня завершающий цикл шестирунного расклада «Профиль судьбы», который Ральф Блюм изложил в своей книге «Книга рун». Также он сделал акцент на том, что этот расклад делается раз в жизни. Ну, он так рекомендует, я, кстати, тоже рекомендую. Потому что это только будет говорить о том, что вы относитесь к пониманию рун относительно профиля судьбы очень серьезно. Мы сегодня завершаем этот цикл «Профиль судьбы». И у нас еще будет один выпуск, где мы будем говорить с вами о наследии рун. Это такая небольшая глава, я так анонсирую просто на будущее. Такое предисловие перед тем, как начать интерпретировать руны. Где мы начнем по порядку, который установил для себя Ральф Блюм, с руны Манас. Не по футарку, а вот в таком вот как бы разбросанном порядке относительно футарка, но тем не менее относительно, будем говорить, порядка Ральфа Блюма. Он так видит. Я уже анонсировал эти мероприятия, они есть запланированы, поэтому читаем дальше. Ну а сегодня мы с вами... Привет, Алиса. А сегодня мы с вами разберем, у нас 100-я страница, 22 выпуск, очень здорово. Мы сегодня с вами разберем, что представляет собой моя целостная сущность. Чтение с комментариев. Поехали. В поисках образа своей целостной сущности вопрошайте о тех качествах, которые проявляются в вашей жизни. Когда ваша воля и интеллект начнут трудиться в гармонии с вашим телом, вашей душой, если вы действуете без лишних затей и своевременно, это признак того, что вы пребываете в согласии со своей целостной сущностью. Стремитесь отыскать учителя внутри себя, ибо тогда вы обретете надежный источник понимания составляющих элементов тех сил, которые вы должны задействовать, чтобы стать целостной сущностью. Здесь вот как бы что-то откритиковать или возразить очень сложно. Единственное, что у меня вот, когда я читал, если вы действуете без лишних затей и своевременно, вот это вот немножко как бы задевает. Ну, задевает, это может не точное слово, а вот останавливает свое внимание. Потому что, ну не то, что я не согласен, что если вы действуете без лишних затей. Затеи — это всегда новое начало, это нечто новое. Когда вы что-то затеваете, да, когда вы что-то делаете, это всегда очень здорово. Но, скорее всего, смысл заключается в том, что когда мы достигаем целостности, а целостность — это когда мы себя собираем по частичкам, как пазлик. Вот логотип вверху, как пазлик. Там вверху эмблема канала, наконец-то. Вот собрать себя целостным — это собрать все то, что не достает нам из прошлых воплощений. Это то, что мы когда-то растеряли, или забыли, или не отработали. И вот, находясь в этой жизни здесь и сейчас, мы как бы пытаемся собрать себя целого, собрать свою память. Кто мы?
для чего мы родились. Вот весь профиль судьбы подготавливал нас к шестому вопросу, что представляет моя целостная сущность. То есть в чем заключается моя целостность и как мне сделать, чтобы я стал целым. И вот если это, вот, например, меня задевает, вот слово, опять же, не совсем может точное, но я на него обращаю внимание, давайте так, подбираю слово. На самом деле, да, задевает. Пусть будет так. То затей и если вы действуете, приветствую вас, Алекс, если вы действуете без лишних затей и своевременно, это признак того, что вы пребываете в согласии со своей целостной сущностью. Целостная сущность — это когда у нас соединены в тандем, триединый тандем, наше тело, которое дано нам для этого воплощения. Раз. Второе — это наш дух. И третье — это наша душа. А вы помните, что я отношусь к понятию души как к информационному полю. То есть там, где у нас хранится информация всех наших воплощений и все знания. Эти знания нужно выровнять, сделать целыми. Дух-то помнит все, в душе хранится информация, а тело-то не помнит ничего. И вот сделать гармонизацию тела, души и духа, чтобы вспомнить себя и восстановить полностью целую память, кто мы, то мы на самом деле-то божественное, да? То есть мы есть боги. Помните, такая есть аффирмация: «Я есть тот, кто я есть здесь и сейчас, я есть дитя Одина, я есть Один». То есть Один не где-то там в Вальхалле или в Асгарде, а Один внутри нас, если мы позволяем этому принять самому себе. То есть если мы это принимаем себя, то так оно и есть. К сожалению, мы зачастую разделяем и понятие времени, то есть то, что было, или то, что может быть, или то, что есть. На самом деле нет прошлого для целостной сущности, нет будущего, нет настоящего. Все есть здесь и сейчас. Просто мы определяем это категориями времени, и зачастую это нас разрывает на части. У нас нет целостности, у нас нет единства внутри нас. И естественно, неудивительно, что нет единства среди людей, нет единства в народе, нет единства в семье, нет единства во всем мире на самом деле. Вот почему войны, вот почему невзгоды, вот почему ненависть, вот почему такая разница в определенных условиях достаточности и необходимости. Кому-то мало и даже много, а кому-то мало и даже того, что мало. Да, вот такая разбежность. Потому что нету целостности. Целостности внутри каждого из нас. Если бы мы нашли эту целостность, или хотя бы предприняли попытку найти ее внутри себя, то эта целостность каждого из нас, она бы сделала целостным человечество. Когда человечество могло развиваться, а не заниматься потреблением. Вот такой вот глобальный взгляд. Поэтому нужно ли призывать кого-то стать целостным, духовно развиваться? Сложно сказать. Скорее всего, что не нужно. Человек должен прийти сам к тому, чтобы сказать: я хочу развиваться, я хочу расти духовно, я хочу понимать себя. И вот когда каждый из нас начнет с себя, то тогда единство человечества становится автоматом. Просто автоматически. Это, видимо, знаете, меня навеивает такую легкую тоску. В каком смысле? То
не то, что это невозможно, а то, что, в общем-то, такая простая вещь, она непонятна большинству, к сожалению. Стремитесь отыскать учителя внутри себя. Учителя внутри себя. Не некто отделенный, это некто, кто является целым. Целым. То есть учитель, нас учить или нам учиться нечему, потому что все знания внутри нас. И вот учитель внутри нас, он и может нас научить, помочь нам вспомнить то, что мы уже знаем. Тогда мы обретем надежный источник понимания составляющих элементов тех сил, которые мы должны задействовать, чтобы стать целостной сущностью. Вот где-то так. Пример толкования. Урус. Сила, мужественность, женственность, образ целостной сущности возникает, когда прежние оковы будут разорваны, когда изжившее собственную форму отомрет. То есть это то, что я говорил, произойдет автоматически. Но здесь в контексте руны Урус. Притом руны Урус, хочу заметить, Блюм взял прямую руну Урус. Направив высвободившуюся энергию в новое рождение, в новую форму. То есть, иными словами, старая форма или оковы, прежние оковы, которые нас сковывают, они забирают у нас энергию. Вот в чем суть развязки, кармической развязки, будем так говорить. Вот в чем суть освобождения от постоянных повторений, да? Они забирают энергию. Прошлое, какие-то невзгоды, непонимания, они забирают энергию. Конфликты, они забирают энергию. Какое-то недопонимание, оно забирает энергию. И нам приходится снова и снова проходить это. Но когда мы бросим оковы, прежние оковы, когда они будут разорваны, когда изжившая собственную форму отомрет, а это только возможно с духовным развитием, направив высвободившуюся энергию на новое рождение, на новую форму. Это может быть и новая форма нас самих, и новая форма, которая может воплотиться в следующем воплощении, но уже с более осознанной памятью, чем сейчас. Будучи руной исхода и новых начинаний, Урус служит иллюстрацией нашей внутренней готовности принять изменения, а также осознать и запомнить, что в жизни духовной вы всегда находитесь в самом начале пути. Вот почему, видимо, знаете, размышляю так, что многие не хотят идти духовным путем, потому что духовный путь бесконечен. Человек по своей натуре, пытаясь, не осознавая, будем говорить, скорее всего, неосознанный человек, он хочет иметь какие-то решения или какие-то действия, которые имеют начало и конец. Понимаете? То есть, особенно если это вот срочно, прямо сейчас. А духовный путь, он бесконечен. И это даже не просто бесконечен, он вечен. И это многих останавливает. Ну как же я тут буду развиваться, это бесконечно. Но в том-то и дело, что тот, кто практикует развитие, магическое развитие, развитие осознанности, расширяет свой кругозор, познавая самого себя, он понимает, что с каждым этапом преодоления он преодолевает определенный промежуток от начала до совершенства. И когда он открывает, самое интересное, что он не знает, что есть еще дальше какое-то развитие. Пока он не откроет определенную ступеньку или определенные достижения, ему не открывается новая перспектива. Невозможно увидеть
широкую перспективу, да, она вот как бы, сама перспектива, она что сужается. И мы за этой широтой не видим вот это сужение. Но на самом деле, когда мы делаем шаг, у нас открывается снова широта горизонта. Мы начинаем видеть еще более шире. И мы понимаем, что наши знания, которые мы достигли, наше познание, наша осознанность, она ничего не значит по сравнению с теми перспективами, возможностями, которые открываются далее. Поэтому этот путь бесконечен. Дойдя до определенного этапа развития, ты становишься на новый этап, и в восхищении и в шоке осознаешь, что перспективы и возможности более широкие, более возможные, но это опять новый этап, это опять какой-то где-то трудный путь преодоления самого себя, косности мышления. Знаете, вот целостная эта сущность, это когда гармония между умом, эмоциями, это тоже, между прочим, говорит о целостности. Вот в чем вопрос. Добрый вечер, Кристина. Поэтому развитие имеет бесконечность, но мы не знаем этапы этой бесконечности. Я бы так сказал. И проходя один этап за другим, мы только понимаем всю результативность этого развития. Не оборачиваясь назад, а понимая его здесь и сейчас перед широтой горизонтов, которые открываются. В древности символом Урус был зубр, дикий бык, животное, которое было очень трудно приручить. Будучи извлечена в качестве ответа на вопрос, какова моя целостная сущность, Урус указывает на то, что для достижения внутренней целостности мы должны приручить то дикое животное, которое живет внутри нас. Я бы сказал здесь, знаете как, не приручить дикое животное, потому что здесь какой-то проводится эпитет или ассоциация в некотором смысле. А скорее всего, то, что приручить, оно предполагает, если понимать смысл слова, делать ручным или делать послушным твоей воле или, по сути, подавлять волю. Да? Поэтому, если мы рассматриваем, что мы хотим приручить свою дикость внутри или свое дикое животное внутри, подавив его, сделав его якобы послушным из-за подавления, то мне кажется, что эта ассоциация, она, превратно понимается. Потому что, прочитав этот текст, можно понять именно так, например. Но я бы хотел обратить ваше внимание, что не приручить, а подружиться. То есть, для достижения внутренней целостности нам необходимо подружиться с тем диким животным или тем диким урузом, зубром, который внутри нас. Диким — это значит тот, кто пугается. Дикий — это тот, кто брыкается, сопротивляется, возмущается, убегает и так далее. То есть вот такую вот последовательность можно как бы высказать. А вот подружиться, дружба основывается на доверии, на партнерстве, на союзе. И если мы выстраиваем дружбу с самим собой на доверии, на партнерстве, на том, чтобы не приручить, а чтобы стать частью, соединиться, то тогда этот контекст понимается именно, в моем понимании, именно так. Тогда действительно да. Делать это можно только слившись с ним воедино, единое целое, через сочувственное понимание его природы и потребностей. Я вам хочу сказать, что вот знаменитые дрессировщики, они всегда находили контакт с животными не через подавление их воли, а через контакт. И они говорили, и те, у кого есть животные,
они ладят с животными, и животные любят их, а хозяин любит животного, хозяин, ну, как бы, любит животное и ухаживает за ним, не потому, что в нем сидит какой-то пунктик любви к животным, а потому что это партнерство, это союз, соединение, это доверие обоюдное. И в какой-то степени, да, слияние. Развивайте свою волю. А воля — это не сила воли, а воля к победе, воля изъявления своих желаний и потребностей таким образом, чтобы они шли на развитие, личное развитие. Определив ваше намерение и визуализируя форму, которая примет ваша целостная сущность. Определив наше намерение и визуализируя форму, которая примет наша целостная сущность. То есть в совокупности использования импульса намерения и в то же самое время визуализации, визуализируя форму, которая примет наша целостная сущность. Со временем эта форма расправит крылья, расправит крылья, обретет плоть. Когда вы примете в себя этот расширенный образ, форма продолжит свое развитие, что повлечет за собой рост вашего самосознания. Вот даже добавить нечего. Итог. Профиль судьбы – инструмент, который может быть использован нами, для того, чтобы преуспеть в прекраснейшем изо всех возможных искусстве изменения себя. А иначе я говорил в предыдущих выпусках, особенно когда перед тем, как мы начинали разбирать профиль судьбы, я говорил, что если вы не хотите изменяться, то нечего и теребить руны. Поэтому искусство изменения себя или вот предложенная идея Ральфа Блюма профиль судьбы – это в первую очередь желание измениться. Помните, никто не принуждает вас заниматься самосовершенствованием. И никто не будет заставлять. Вы можете только сами. Это самостоятельное изменение, это самостоятельное желание. Поэтому если вас заставлять себя менять насильно, то ничего не выйдет. Это насилие таки останется. Это то, что мы говорили в Дубре. Помните, никто не принуждает вас заниматься совершенствованием, вы всегда вольны отказаться от него. Ну, зачем смысл заниматься самосовершенствованием, то потом от него отказываться? Это, в принципе, может задать себе вопрос тот, который только начинает. Но лучше не начинать, если ты потом решаешь отказываться от этого. От этого глупо отказываться, потому что то достижение, которое ты сделал, и потом отказаться, это все равно, что предать самого себя. А предательство самого себя вы не простите в первую очередь сами себя. Но есть одно высказывание, которое стоит держать в памяти постоянно. До тех пор, пока истина, что содержится в его словах, не успокоит душу, растревоженную мнимыми неудачами и утратами. Вот она. Новая жизнь всегда лучше старой. Новая жизнь всегда лучше старой. Замечательная фраза. После того, как составленные части вашего профиля судьбы будут определены, вы начнете понимать, как они согласуются друг с другом. Я хочу заметить, что когда я сделал этот расклад для себя, то я действительно понимал только после того, как я вытащил 6-ю руну. Когда я сопоставил все руны вместе, все 6 рун,
только тогда я понял, раскрыл смысл и предыдущих вопросов. И профиль судьбы нужно рассматривать не как отдельные элементы, как целый элемент. Потому что одно зависит от другого, и одно подтягивает другое в этом раскладе. Концентрируясь на том, как соотносятся между собой ответы на вопросы, каково мое призвание, возможность обретения силы, зачем я родился, качество, которое вам недостает от рождения, вы сможете правильно определить соотношение между теми аспектами вашей личности, что недостаточно развиты, с одной стороны, и теми, которые вы отказываетесь признать, с другой. Я бы здесь добавил такой момент. Не то, что они недоразвиты, они находятся в темноте, мы о них не ведаем и не знаем. Почему мы пытаемся, знаете как, определить соотношение между аспектами вашей личности, что недостаточно развито? Почему они не развиты? Потому что они отсутствуют у нас, в нашем понимании. И суть духовного развития заключается в том, чтобы эти аспекты познавать. То есть то, что находится во тьме. Не то, что называется темная магия или там еще что-то такое, а то, что находится во тьме, отсутствует в нашей жизни. Вот это познание и практика этих аспектов нашей личности и дает возможность развивать и развиваться. Потому что от незнания человек не развивается. Именно знание развивает человека. Когда человек узнает о себе, тогда он узнает мир. По мере того, как возрастает объем осознания вашего собственного «я», будет возрастать ваше самоуважение. Я бы сказал, самопонимание, понимание себя. Это и есть суть целостности. И, в общем-то, цель духовного развития для того, чтобы понимать себя. И вы сумеете обрести смысл и радость бытия в истинно настоящем времени. Именно через избавление от привязанности к прошлому и бесплодных мечтаний о будущем и происходит приобретение опыта, пребывание в истинно настоящем, единственном времени, где может быть осуществлено изменение себя. Как я уже говорил, наше настоящее есть и прошлое, и будущее в совокупности. В конечном счете вы изменяетесь и развиваетесь. Ваше понимание прочтения 6 позиций профиля судьбы также изменится и разовьется. Разовьется, возможно, до такого уровня, когда вы поймете, что задать эти вопросы единственный раз в жизни вполне достаточно. У меня до сих пор есть пустые места, которые я дописываю предложение 2, дополняющее сделанный однажды профиль судьбы. Чего и вам рекомендую. Я об этом говорил с самого начала. То и рекомендовал, в общем-то, Ральф Блюм. Мы подошли к разбору профиля судьбы. У нас начнется новый этап. И в завершении Ральфу Блюму понравилось кредо воина, и я скажу, оно мне тоже нравится. Более того, это кредо воина, я бы рекомендовал его перечитывать, потому что оно имеет большую глубину. И это могут понять только те, кто прошел определенные этапы в своей жизни. Оно тогда ляжет или сгармонизирует, будет созвучным. Для человека, который не развивается и не прошел определенные этапы духовного развития, становления себя как личности, целостной личности, для него этот стих будет диким. Мне он нравится, он заставляет меня думать. Я бы его где-то распечатал и перечитывал хотя бы раз в неделю. Где-то так. У меня нет родителей. Я сделал небо и землю своими родителями.
У меня нет дома. Я сделал домом свои знания. У меня нет жизни или смерти. Я сделал вдох и выдох своей жизнью и смертью. У меня нет могущества богов. Я сделал честь моим божественным могуществом. У меня нет стремлений. Я сделал свои стремления осознанными. У меня нет волшебных тайн. Я сделал свой характер волшебной тайной. У меня нет тела. Выносливость сделал я своим телом. Я телом своим. Выносливость сделал я телом своим. У меня нет глаз. Вспышки света я сделал своими глазами. У меня нет ушей. Ушами своими чувствительность сделал я. У меня нет конечностей. Проворство и скорость ими я сделал. У меня нет стратегии. Я сделал стратегией отсутствие мыслей. У меня нет замыслов. Сделал я целью свою ловлю удачи на чуб. У меня нет чудес. Сделал я верное действие чудом. У меня нет принципов. Умение приспособиться к любым обстоятельствам. Сделал я своим принципом. У меня нет тактики. Я сделал своей тактикой пустоту и наполненность. У меня нет талантов. Я сделал талантом подвижность ума своего. У меня нет друзей. Я сделал свой разум своим другом. У меня нет врагов. Беззаботность я сделал врагом своим. У меня нет доспехов. Доброжелательность и праведность сделала доспехами. Сделал доспехами я. Доброжелательность и праведность сделал доспехами я. У меня нет замка. Непоколебимость духа сделал я своей твердыней. У меня нет меча. Мечом своим сделал я отсутствие личности. Неизвестный самурай XIV века. На этом все, дорогие мои. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за опрос, кто участвовал. Еще маленькая одна история. Еще перевернутые страницы. Мы перешли на 105-ю страницу. И завтра мы с вами продолжим. Завтра в 18:00 у нас будет продолжение. Приглашаю всех вас на новый цикл чтения. Почему новый цикл? Потому что мы начнем изучать руны по Ральфу Блюму. Чтение с комментарием. Для новых подписчиков я приглашаю вас подписаться, нажать на колокольчик и отметить все уведомления, чтобы не пропустить новые видео. По-прежнему говорю, что я готовлю много интересных проектов, просто их быстро не получается осветить, но вы скоро все узнаете. Всего доброго вам, всех благ вам.